Работа, орех, гравировка, черный хром. Больше 800 тысяч настрел на ружье. Все-таки на плечах гигантов Россия стоит. Да, я скажу так. И вот класс. экстрактор, вот клыки, вот бараньи рога, болт-гринер, нижняя запорная планка, распределение нагрузки на клыки. Я могу свой 39-й иш принести, посмотреть, что такое плохо обработанная поверхность. Да. Мы с него стрелять не будем. Ну, потому что кто меня смотрит в курсе, что я всегда со всего стреляю, но сегодня вот мы сделали исключение. Это такая вот, ну, красотища. Всем привет, вы на канале Мир это просто, меня зовут Алексей Бородак, как всегда, мы в Ловчем, ссылочки все в описании. Перед началом сразу говорю спасибо всем, кто помогает каналу, это наше примерно 70-е оружие сейчас будет отснято, 70-е, 71-е, у нас же два. И с нами сегодня Олег, привет. Привет. Привет, привет. Так, начнем. Что это такое, Олег, что у нас сегодня за оружие будут? Сегодня мы посмотрим двух представителей советского и российского оружия. Оружие штучное, оружие высокого класса. Это первое у нас сегодня ружье МЦ-8. Легенда, так сказать, СССР. Да. Я, кстати, снимал про МЦ-108, по-моему, и МЦ-200, там ссылочки тоже в описании прикреплю. Так, год какой? Ну, сразу начнем с того, что вообще сама аббревиатура МЦ. Да, что это такое? Что это такое вообще? Что это такое? То есть это модель Цкиба, так расшифровывается, МЦ, модель Цкиба. Соответственно, у Цкиба есть интересное правило, и любой человек, чуть-чуть подкованный, может сам быстро определить год выпуска ружья, ну, глядя просто на его номер. Здесь первые две цифры обозначают год, ты можешь его назвать. 69-й. 69-й год. Класс. Далее идет порядковый номер самого ружья. Ага. Собственно говоря, у нас вот сейчас здесь представлено ружье МЦ-8 в исполнении с двумя парами стволов 69-го года. Оно подверглось несколько такому модному слову реновация на Цкибе уже в 2000-х. То есть было приведено уже в такой в современный немножко вид и исполнение. В чем это заключалось, мы сейчас как бы рассмотрим. Но изначально базово это ружье с двумя парами стволов. Стволы у нас 750 длины, это траповые, с достаточно сильными сужениями, 1, 1 и 2. Как у меня, блин. Да, это специально для дисциплины трап. Вторые стволы короткие. Ух ты, да. Это стволики сделаны для упражнения скид. Ага. И спортсмен мог использовать это ружье на двух дисциплинах. Шикарно. Собственно говоря, видно Ух по ты. раструбам, да, такие пушки. Да, здесь тульский чок сужение. Это интересное такое сужение. Шикарно. Его крайне редко сейчас встретишь Первый на раз каких-то я других вижу, да. ружьях. Мы сможем увидеть здесь характерную особенность. Если мы вот так вот заведем мизинец и потянем на себя, мы почувствуем профиль этого тульского чока. Ох, класс. Есть некое углубление, Ага. потом расширение. Ага. Сделано для того, чтобы дробь, перестраиваясь при выходе из ствола, давала максимально возможную широкую осыпь, при этом обеспечивалась равномерность. Это такое производство именно Цкиба, тульский чок, так называемый, больше его никто не делал, то есть такая достаточно интересная деталь этого блока стволов. Сама колодка МЦ-8 тоже интересная, примечательная, тем, что у нее есть вот такие вот наплывы. Их называют бараньи рога, некоторые называют бубенчики. Да, у нас же культурная программа. Да. Вот. Интересная система запирания у МЦ-8, очень надежное оружие. Начало оно производиться в 50-х годах. С этого оружия советские спортсмены завоевали множество медалей на чемпионатах мира, на Олимпийских играх. Вот. Данная модель уже при реновации она претерпела изменения, в чем был сделан односпусковой механизм вместо двухспускового. То есть до этого два было? Ну, они изначально все шли с двухспусковыми, и годов где-то до начала 80-х практически всегда стреляли спортсмены, особенно старой советской школы,
с 2 спусками. И даже были легенды, что когда предложили спортсмену уже опытному, именитому односпусковой механизм, он попробовал, он отказался, сказать, нет, я быстрее передвигаю, чем нажимать на один. Это дело привычки. В стендовой стрельбе очень важна вот эта вот мышечная память, ощущение. Поэтому здесь мы видим, что сделано с щекой, с эбонитовым таким вот затыльником. Больше это ружье уже ориентировано, скажем так, на спортинг, на охоту. То есть человек может взять на охоту. Очень хорошо, например, из-под собаки пострелять с тульским чоком на короткие дистанции. С этими чоками можно стрелять гуся на любых дистанциях. То есть за счет конусной сверловки в стволах МЦ на всем протяжении от патронника до чока, конус идет натянутый. Это обеспечивает очень резкий, хороший выстрел с любыми практически пыжами, контейнерами, а также это обеспечивает хорошую равномерную особь. Шикарно. Да. То есть сами по себе стволы и ствольные блоки стволов и муфты, и ствольные колодки, они сделаны из высоколегированной стали. Снимаю шляпу. Практически не подверженной коррозии, слабо корродируемой. Здесь на данной модели у нас вот представлена тоже такая вот серебряная всечка. Вот это всечка как раз. Это всечка называется. Класс. Да. Здесь букетная гравировка, она такая элегантная, аккуратная, не вычурная, скажем так. Как для хорошего охотничьего, так и для спортивного ружья очень неплохо смотрится. Соответственно, основной изюминкой модели МЦ-8 и, не побоюсь сказать, таким шедевром нашего оружейного оружестроения в СССР, это был вот этот вот элемент. Знаешь, как он называется? Нет. Он называется мертвый шарнир. Интересное решение, которое кроме Цкиба больше не делает ни один производитель. Да, я не видел больше ни разу. Не делает ни один производитель. Ни итальянцы, ни англичане не делают, потому что считают это неоправданно трудоемко, дорого, сложно в изготовлении. Покажем, Жень, пойдем сюда. Да, можно поближе посмотреть. Вот это так называемый мертвый шарнир. На него одевается блок стволов. Класс. За счет очень точной, четкой его подгонки и исполнения он обеспечивает могучую живучесть всем ружьям с мертвым шарниром. Далее были МЦ-108, МЦ-200, они все содержат этот элемент мертвый шарнир. Я снимал, но не обратил внимания, но видишь, я не профессионал. Да. И вот подтвержденный настрел такого ружья в музее Цкиб, ружье Цуранова, так называемое, оно было всегда в его спортивной карьере, он его не менял, стрелял там от начала и до конца своей спортивной жизни. Соответственно, подтвержденный больше 800 тысяч. Больше 800 тысяч настрел на ружье. Круто. Но говорят, что есть еще в школах спортивных советских времен ружья, у которых настрел перевалил за 1 миллион ориентировочно, потому что сбились со счета. Но в целом это показывает могучесть конструкции, надежность ее и живучесть. В данный момент такие ружья уже не делаются, и не делаются они примерно там с 80-х годов, восьмерки перестали производить. Блин, круто. Я вообще-то, я чем больше советских ружей узнаю, тем больше я их фанатом становлюсь, если честно. Объясню. Много мы сняли. Пираци, Перуджини Везини, Береты, Бинелли. Я от себя говорю, я не профессионал, Олег, я никого не хочу обидеть. Мне вообще никак. Вот бывает такое. Немецкое я люблю оружие, американское и советское. Подчеркну, не российское, а советское оружие. Я надеюсь, второе ружье сегодня с российского уже производства на базе советского изменит немножко твое Пожалуйста, я тоже надеюсь. Хотя, кстати, у меня ИШ-39, он по сути-то уже тоже 94 год, это уже, все-таки на плечах гигантов Россия стоит. Да, я скажу так. И да, сейчас МЦ, то, что производит, еще производило остатки каких-то ружей, это все делалось на плечах гиганта. Да. То есть это делалось на старых ствольных заготовках, на старых блоках. Да. Про надежность скажем, у меня МР-18 одностволка. То есть я себе взял специально, чтобы научиться стрелять. А у тебя один только вариант, один патрон. 10 тысяч раз я его закрыл специально вот так. Не вот так рукой, а вот так. То есть я это говорил на камеру год назад, и я сделал это. И оно не развалилось. А оно у меня 22-го года.
То есть Россия, слава богу, не разучилась делать, по крайней мере, гладкоствольное оружие. Я вот на себе могу это подтвердить. То есть у завода у него прям 10 тысяч выстрелов стоит, ну, грубо говоря, гарантия. А я при этих 10 тысячах еще и вот так его закрываю специально. Ну, то есть 10 тысяч настрел на ИШ-18. Да, да. Не закрытие, а именно настрел. Именно настрел. А я еще и плюс к этому вот так вот закрываю. Стрелял Небрежно, я небрежно. Да, супер магнумом 50-граммовым. Очень неприятно. Ну, ты понимаешь, оно весит Оружие 2 килограмма. очень легкое, Да. да. Мне там, конечно, комментарии пишут, но это опять диванные вот эти все критики, там анализ, у них бабы с таких стреляют. И я бы очень хотел посмотреть на эту бабу, Да. которая Ну, русские бабы, они же ведь и коня могут остановить, бывает. и в избу зайти. Так что все может быть. Не будем их, как говорится, Да. осуждать. Да. Так, оно не стреляное. Это ружье в свое время постреляло на стенде. Ага. Вот. Дело в том, что эти ружья, они в любом случае не могли попасть рядовому охотнику по той причине, что они не всегда доставались и профессиональным стрелкам-спортсменам. Да. То есть эти ружья сложные в производстве, а производство такого ружья занимает примерно полугода. Соответственно, попадали они в основном даже не в спортшколы, не в прокатов, естественно, тогда не было никаких, да. То есть даже в спортшколы они не могли попасть, потому что они попадали зачастую представителям сборных республик Советского Союза, либо России на тот момент. Либо нашим партийным деятелям, наверное. Партийным деятелям вот делали примерно вот в таком исполнении, да, и вручали, потому что это была традиция советская, она перешла и в российскую, как говорится, не промажешь, не проедешь. Молодому поколению скажем, да, что в Советском Союзе были все равны, но некоторые были равнее остальных, как мы понимаем, и вся вот эта вот брат, сестра, там, друг и так далее, понятно, на ком заканчивалось у нас. Вот, то есть мы с вами бы не пощупали это. Ну, будучи инженером каким-то там, охотником. Мечта, это была мечта любого охотника, который Советского Союза, который мог там каким-то уже списанное или каким-то образом выведенное из оборота спортсменов оружие себе заиметь. И поэтому МЦ всегда был окутан такой вот недосягаемой дымкой, мечтой, славой. Да. Но не видел. Модель Скиба, да, то есть такое интересное оружие. Вообще Скиб в 1946 году организовали, как говорят, по личному указу Сталина, когда он спросил, а почему наши спортсмены на соревнованиях международных пользуются ружьями английскими, там, типа Перде, вот таких вот. Ему сказали, ну, у нас вот, к сожалению, нету. Да. Собственно говоря, вот и был организован такой вот СКИП, это Центральное конструкторское исследовательское бюро, еще у него есть приписочка такая СОО, спортивного оружия и охотничьего. Собственно говоря, да, стволы просто великолепные, все отмечают именно на МЦшках очень тщательная работа со стволами. Это внутренний профиль и вообще толщина стволов, качество покрытия. Обрати внимание на чугунный мост, который перед тобой тут. Да, я тоже обратил внимание. Он похож чем-то на крымский мост, тебе не кажется? Да, кстати. Посмотреть, да, вот. Реально, да. Пролеты Крымского моста. Класс. Ширина просто умопомрачительная, да. Это делается, да, специально для траншейных и стендовых ружей скитовых, чтобы хорошо был обзор. Сейчас мы его соберем, оно собирается тоже достаточно интересно, покажу, как собирается. Вот. Ну здесь тоже Крымский мост. Одинаковые, абсолютно одинаковые исполнения. Мне еще вот это очень, Олег, понравилось, это выемка. Это выемка, все задают вопрос, а для чего это выемка? Красотища. Ну и как бы вот люди разные версии выдвигают. Одна из версий, что в советское время сюда намазывалась густая смазка по типу циатима или литола. И в процессе работы, стрельбы, когда много стреляют, оно само смазывалось. Но это версия. А остальное оставим, пусть зрители сами подумают, для чего это может быть, как вообще. Круто. Такие интересные выемки. Кстати, мы не сказали, скажу, что у нас сегодня необычное именно это видео. Потому что это оружие коллекционное, мы с него стрелять не будем. Ну, потому что кто меня смотрит в курсе, что я всегда со всего стреляю, но сегодня вот мы сделали исключение, это такая вот, ну, красотища. Это для души, да, для души. Скорее Просто больше вот. Для души, история. Вот. Здесь сделано на этих ружьях, на этих цевьях, цеви несъемные. Это вот такая особенность моделей Скиб до последнего времени. Практически всегда цеви были несъемные. Цевье крепится вот такими вот винтами между собой.
Соответственно, здесь уже цевье сделано по-современному, ну, в 2000-х, как я говорил, в процессе реновации над скиби. Оно обзавелось вот такими вот элементами, для того, чтобы благородный охотник мог взять его с собой даже на охоту. Класс. Цевье сделано так называемый бобровий хвост. Вот здесь вот такие далы. Это очень удобно для хвата. Охотники, может быть, не сильно любят широкие цевья, но спортсмены их очень ценят. Очень удобный хват. Ружье очень хорошо контролируется. Вот, да, вот такая вот получилась замечательная штука. Пора? Да. Да, я думаю, пора. Начнем, наверное, с длинных стволов. Давай. Чтобы можно было потом сравнить. Ух ты. Запирание очень интересное у этого ружья, раз уж мы начали его вот таким вот образом к сборке подводить. Здесь есть нижняя рамка запирания, а также верхние клыки запирания. Также нагрузка распределена еще при запирании за счет вот этих так называемых бараньих рогов или бубенчиков. Они входят в соответствующий вырез здесь и дополнительно обеспечивают на снижение нагрузки. Вот этот вот наплыв сделан тоже для того, чтобы колодку сделать более крепкой. Раньше вообще стреляли навесками 38-32 грамма даже на стенде. Это сейчас навески начали снижаться, ну, уже вот в наше время, скажем так. И, конечно, вот с такими элементами это ружье с современными навесками, ну, невозможно просто-напросто убить, скажем так. Вот, соответственно, этот вот поперечный болт, который запирает у нас стволы. придумал американец, насколько я помню. Ну, это аналог болта Гриннера, да? Да. Соответственно, чтобы собрать это ружье, нам необходимо открыть защелку на цевье, таким вот образом, в такое положение перевести ее. Да, я в тот раз мучился. Здесь, да, МЦ без подготовки, ну, человек не в теме, ему сложно его собрать. Поворачивают таким вот образом шарнир. Видно же? Мертвый шарнир. Вот так, то есть чуть-чуть его Да, повернули. мы его повернули немножечко под наклоном. И здесь есть пазы, в которые должны попасть вот эти вот отверстия экстрактора. На данном оружии нет эжекторов, гильзы не выбрасываются, они выдвигаются после выстрела. Классно. Очень удобно, да. Ну, кстати, на природе не раскидываются, на природе не раскидываются гильзами. Вот. И, соответственно, сборка происходит следующим образом. Мы попадаем в паз. Все. Отводим чуть-чуть хвостовик. Отпускаем его, он встал на место и закрываем защелку. Собственно говоря, оружие собрано. Какое красивое. Оно готово к бою. Класс. Вот экстрактор, вот клыки, вот бараньи рога, болт Гриннер, нижняя запорная планка, распределение нагрузки на клыки. Прошу подержать. Блин, надо оценить. было на шихановские пирации взять. И... Ну, ничем бы Но я как хорошим это владелец не пирации... закончил. А у тебя тоже пирация? Да, я стреляю на стенде с пирации. Вот. Это ружье, оно греет душу зимними вечерами. Достал, покрутил, посмотрел, погладил, выпил рюмочку коньяка. Пожалуйста, шикарно. Да. Соответственно, у данного ружья вес 3900, 3900, по-моему, 5. Но мы сегодня это, вот, кстати, проверим. Один будет из моментов. Баланс у него сделан так, чтобы оно хорошо распределялось между рук. Шик вообще. То есть практически как бы вот по осевому, ну, скажем так, болту. Хотя болта здесь нет, да? Мы понимаем, что здесь у нас мертвый шарнир. Да. Ну, вот. Соответственно, очень хорошая такая развесовка, очень удобная, 3900, не чувствуется, очень приятный приклад. Несмотря вот на вот эту вот щеку, она называется такая баварская щека, вот, подходит практически любому стрелку. Ты сейчас вот вкладывался как-то? Да, попробуй. Мне нормально, да. Вот ощущения как? Хорошие? Да, и глаз как раз у меня Да, получается. глаз, да, планочка, видишь какая? Как широкий мост побежал вперед. Шик вообще. Вот. Класс. Соответственно, сейчас, раз уж мы собрались со стволами, мы сделаем один эксперимент. Так, где-то здесь у нас были весы. Проверим вес ружья. Электронные весы. Как я проверяю вес оружия? То есть я обычно его вот таким вот образом переламываю. Центр тяжести у нас находится примерно распределен здесь, поэтому корректное будет взвешивание. Берем такой вот электронный безмен и, цепляя за экстрактор, отпускаем оружие и проверяем его вес, когда стабилизируется кнопка.
сколько? Ну, 3900, да. Было 3905, ну да, 3900. 3900, 3905, да? То есть, как бы сейчас еще разочек я обнулю. Муха сядет, будет 3905. Да. Плюс-минус. Надо тоже себе такие еще, купить. еще от атмосферного давления бывает. Да, да, однозначно тут. И от прочего. Ну да, да. Вот в данный момент 3900. Давление у нас сегодня стандартное. 3900. Я что-то смотрел, 700, 750. Да. Теперь стволы 750 длины, траповые, напоминаю. Теперь мы разбираем, отщелкиваем защелку цевья, отводим хвостовик, поворачиваем и плавным движением вынимаем блок стволов. Некоторые подбивают, говорят, ну, в советское время всех так учили разбирать. Но на самом деле при определенном навыке вполне разбирается вот так вот цивилизованно. Да, которого у меня нет, я видел в тот раз весь, я просто обматерился. Без подбивания. Теперь берем стволы короткие, которые для стенда. Их можно использовать хорошо на ходовой охоте. Где-то, может быть, пулей стрельнуть в лесу на загоне, например. Ну поскольку здесь широко, да, пулю мы можем даже не подкалиберную брать. Да, говорят, кстати, ну, с этого ружья не проверял, но говорят, что у МЦ отличный бой пулей. Вот. И в советское время с нарезным оружием были проблемы у граждан, а МЦ значительно показывала ну, вот местный МЦ я проверял пулей. 60 метров я вот так. Не сомневаюсь. Вот у нас стволы уже 675, да. То есть коротенькие стволы. Видно на видео, да? Мы полностью попадаем в кадр. Да, вот супер, такая вот пушечка получилась. Она стала гора. Каждый хочет подержать. Конечно, Алексей. Ну-ка, ощущения с короткими стволами. Блин, мне больше так нравится. Ага, пушка, да? Да. Пушка. Вот я бы охотился вот так однозначно. Да, для охоты идеальный Вообще вариант. идеально. Близко, просто. Когда стрельба 30 метров, забирает все. Отличный широкий бой. Вот, то же самое мы видим сделано предусмотрительно атапки для благородного охотника. Собственно говоря, давайте теперь проверим вот этот момент. То есть обнулим опять весы, повесим ружье. Также, а как это так? И мы видим вес 3. Сейчас еще. Да, 3, ну 3900. Мы поменяли стволы. С 675-х мы повесили стволы, вернее, с 750-х мы повесили стволы 670-е. При этом вес не изменился ни на грамм. Да. Это говорит о том, что с этим ружьем очень сильно поработали ребята на Скибе для того, чтобы добиться. То есть стрелок, меняя стволы, он не теряет ощущение ружья. Вот. А теперь смотрим на баланс. Сейчас я шокирован, теперь смотрим на баланс. И даже баланс остался там же. Вы че? Это что такое? Что там? Умели делать? Это, да, это очередное мое подтверждение тому, что я фанат просто нашего оружия. И меняя стволы, охотник не терял ощущение ружья. Тот же вес до грамма, та же развесовка, тоже ощущение в руках, но более подвижное уже становится. Класс. Вот такое вот ружье здесь... МЦ-8. Что такое здесь? Можно попробовать, кстати, спуск. То есть вот мы сейчас его взвели, защелкнули. Вот у МЦ, кстати, вот этот ключ, он такой, он свободный. То есть, хотя и здесь даже, как говорят, вот он до центра даже не доходит, тоже говорит о том, что ружье в идеальном состоянии. Таких сейчас крайне редко где можно найти. И вот если кто-то себе хочет такое вот в коллекцию, например, надо побегать по стране. И еще не найдешь сходу. Вот, попробуем. Предохранитель не автоматический, естественно, да. Попробуем нажать. Ружье разряжено. Да, понятно. Шик. Абсолютно одинаковые усилия спуска. Класс, на первый и на второй выстрел. Обычно на охотничьих ружьях второй спуск делается более жесткий. Да. Вот здесь спортивный спуск, очень хорошее нажатие, оно чувствуется, оно контролируется. И очень быстрый выстрел. Быстрый выстрел за счет малого хода курков и мощных боевых пружин. Здесь мы вот этот УСМ не можем показать, разобрать это ружье, но там стоит перьевая пружина. Вот такой толщины. Круто. Которую сломать, ну, нереально. То есть практически вот те ружья, которые даже с миллионными настрелами, они так и стреляли с одной и той же пружиной. Ну, по крайней мере, так говорят. Так.
Вот У такая вот модель. И у нас еще одно МЦ-8. сегодня, да, ружье? Ну, да, Да, покажем? обязательно. Покажем. А какое? МЦ-7. МЦ-7. МЦ-7 12С. Уже сделанная в России с российскими клеймами, но на базе классической семерки. Семерка это тоже 50-х годов выпуска ружье, тоже вертикальное, но оно считалось охотничьей, это считалось дорогим охотничьим Давай оружием. его покажем. Давай, может быть, это сложим? Да. Вот так оставим? Тогда уберем его пока. Да, в а кейс. то сюда же к нам добавим. Да. Итак, у нас здесь очередное творение Скиба в подарочном вот таком вот кейсе. Называется этот кейс «Укладка». Сейчас мы его откроем и посмотрим. Как оно будет выглядеть. Выглядит оно вот так. Шик. Да. Модель от Скиба 712S. Вот здесь вот на паспорте указано. Ружье спортивное, двухствольное. Данное ружье сделано на базе охотничьего ружья модели МЦ-7. Модель МЦ-7 производилась начиная с 50-х годов прошлого века. И примерно где-то в 2000-х, в 2005-2007 появилась задача, какие-то умные, грамотные, правительственные, видимо, головы, попросили Скиб все-таки создать какое-то ружье спортивное, которое могло бы в среднем ценовом диапазоне в таком оказать, скажем так, конкуренцию ружьям Беретта, Блейзера и прочие ружья, Золи, Пиратцы. Соответственно, выбор пал от Скиба на модель МЦ-7, так как она наиболее подходила для этих задач. Немножко МЦ-7 была доработана. В данном случае спортивная модель, она претерпела какие изменения? Это изменилась защелка цевья, перешла на более классическую. Мы сейчас все посмотрим. Ствол был исполнен для вот конкретно МЦ-7 12С 810 длины. Это длинный ствол, да. При этом планка межствольная сделана вентилируемая. Вот, естественно, вентилируемая и прицельная планка. Планка сделана прицельная пошире, чем у МЦ-7 охотничьей версии. Также спусковой механизм, ударный спусковой механизм. Имеется переключатель стволов, селектор, Ух ты, то есть круто. можно выбирать очередность. А также на МЦ-7 уже была заложена возможность выброса гильзы, так называемые эжектора. Уже на этой модели имеются эжектора, чего нет, кстати, скажем, на предыдущей модели МЦ-8, где у нас был экстрактор, выдвигалась гильза. Вот. Соответственно, данная модель, это, по-моему, модель подарочная, она сделана в такой укладке. Эти подарки, так сказать, предназначались и предназначаются еще с советских времен, делаются для руководства страны, для Минпрома, попроще там, для Минобороны, чуть-чуть получше, и для правительства, в том числе Российской Федерации. Вот конкретно эти модели, по легенде, они делались под администрацию президента. Соответственно, подарочный фонд Скиба, так называемый. Уже вручались, они не вручались, и другой момент, отбирались для подарочного фонда лучшие модели с лучшими параметрами боя, стволов, сведения, качества, отделки, подгонки. Здесь вот в данном случае, так как это подарочное исполнение, мы видим сделаны фальш-боковые доски для того, чтобы сделать сюжетную гравировку. Класс. В охотничьем стиле. С этой стороны мы видим куропаток, рябчиков. Класс. Вот. С другой стороны мы видим утиное, этюд утиный, так скажем, да. Класс. Селезни видим. Вот если так сбоку даже посмотреть, хорошо видна гравировка, глубокая гравировка. Ну и, конечно, безусловно, вот такая вот отделка. Вот здесь. Да. Это вообще... Этой отделке могут позавидовать очень ружья высокого разбора, английские в том числе. Изготовление такого ружья занимает до 8 месяцев.
Вот, с гравировкой, с отделкой, с подгонкой. Тоже мы видим здесь такую, так называемую баварскую щеку. Орех очень высокой категории. Вот, затыльник соответствующий. Это ружье абсолютно новое. Уже обладая некими навыками, ты можешь определить год выпуска этого ружья. Давай проверим. Вот здесь вот есть номер. Посмотри. Пожалуйста. Так, ну начинается с десятки, значит 10-й год. 2010 год. Сделано в России уже, но, как мы понимаем, к тому моменту, когда задачи были поставлены выпускать спортивное оружие, ну, такое современное, скажем так, с современными характеристиками, взяли за базу, конечно, семерку и использовали заготовки советские. То есть все, что было сделано еще в Советском Союзе, это и ствольные блоки, вот эти, вот, ну, колодки и ствольные блоки. Причем о ствольном блоке мы сейчас еще поговорим, там тоже интересные решения, такие как бы крайне редко встречаются в итальянцах, в том числе даже в дорогих итальянцах. Да, их я повидал уже достаточно. Да. Соответственно, что мы здесь можем увидеть? Здесь уже нет мертвого шарнира. Да, нету. Почему его нет? Обрати внимание, какая узкая колодка. Даже если взять твой 39, да, мы увидим вот такую высоту. Да, да, МЦ-8, большая, да. вот такая высота. Низкая колодка, широкие щеки, толстый металл. Тоже легированный металл, который сложно поддается ржавлению, да, то есть он коррозионно стойкий, вот, что обеспечивает такую долгую счастливую жизнь в руках обладателя, там, охотника или даже спортсмена. Блин, я посмотрел, как Владимир Владимирович у нас бы стреляет. Я уверен, что он стреляет 100%. Да, стреляет. А вот Дмитрий Анатольевич... Я думаю, Дмитрий Анатольевич не откажется. Вот мне тоже кажется. Я ну думаю, класс. здорово было бы. Вот да. бы с мужиками пострелять бы, с ними съездить, а? С удовольствием. Да. Было бы классно. Если они нас смотрят. Да, надеемся, когда-нибудь посмотрят. Да. Здесь уже цапфы. На цапфах крепление делается. Это похоже на современных спортивных оружиях. Да, Редко кстати, тоже да, используются да. цапфы. Вот здесь вот оператор увидит. На цапфах у нас вращается блок стволов. Соответственно, запирание тут двойное. Идет нижняя запорная и верхняя запорная. Причем они немножко по-разному запирают. То есть в процессе эксплуатации износ, допустим, нижних запорных планок приводит к тому, что большую нагрузку берут верхние. О, класс. После того, как верхние тоже притираются, но это представляешь, какой должен быть настрел, нижние опять включаются. И вот эта вот система запирания, она по сути тоже обеспечивает огромную живучесть. То есть по проектированию это делалось там 300-400 тысяч настрел, они должны держать эти ружья. Класс. По задумке производителей. Обратите внимание, какая тут гравировочка. Вот хочется сказать, ну приедьте вы на Солнце, АвтоВАЗ, да? ну сделайте у инженера коробку им автоматическую. На самом деле по МЦ-712С, когда она начала появляться на рынке нашем, уже российском, спортсмены уже были избалованы такими итальянскими ружьями, как Пирацци, Перуджини, Беретты разных мастей, ДТшки, 10, 11, 682. Поэтому, конечно, это ружье восприняли неоднозначно. Многие начали говорить, что да, вот как АвтоВАЗ не могут где-то тут доработать, там доработать. К этому ружью, конечно, это не относится, потому что мы сами понимаем, что это ружье делалось не вообще, для рядовых да, спортсменов и не для рядовых покупателей. Более того, его так вот просто получить тоже из подарочного фонда ЦКИБа была бы проблемой. Поэтому это ружье, оно, да, отобрано. Такой труд, вот эта вот насечка, эти этюдные гравировки, они все делаются вручную. Это не лазерная работа, то есть это работа художника, работа гравера. Делается это штихелями, выбивается по металлу, потом все это дело цементируется, так называемый. То есть металл вначале мягкий, потом он цементируется это термообработкой, чтобы обеспечить уже потом хорошую износостойкость. Собственно говоря, эти фальши, они понятно, что это фальши, то есть здесь нет боковых полноценных досок, то есть замки и УСМ обычные, как ну, от семерки той охотничьей отличается одним спуском. Вот, достаточно понятное усилие нажатия. Мы попробуем тоже, так сказать, это усилие. И такая вот интересная ложа. Ну, изящное. Оно вот изящное. Да. Оно сделано действительно не вот просто для стрелка-спортсмена, оно сделано больше для подарка ценителю, охотнику, который иногда стреляет на стенде, в хорошей компании такой, да, где не стыдно достать такое ружье и рядом с беретами и пирацами произвести какой-то фурор свой. Честно говоря, я бы гордился, да. Да, вот. Оно для этого и создавалось, чтобы гордились. Да что эти берели, пираться? У нас в любой момент ты можешь пойти и купить.
У Не нас эти нравится, она соревнования купит каждый раз, другую. я знаешь, что каждый раз удивляюсь на соревнованиях, приезжаю, вот опять 16-го туда соревноваться буду. Как вы их, думаю, отличаете? Хотя вы все одинаковые, у Они вас все эти одинаковые. пиратцы, Да, вот билеты. таких ружей. Обратил внимание, номер какой у этого ружья? 4-е, 004. Четвертое, да. По легенде, опять же, 5 ружей вот из этой серии были сделаны в подарочный фонд Скиба для вручения там различным важным людям. Да. Вот, соответственно, это 004. Я видел еще 2 таких ружья. Тоже изящное исполнение, отличные ружья. Действительно видно, что отличаются от рядовых ружей по качеству вообще отделки даже внутренней. Очень много, я говорю, на Ганзе в первое время обсуждали эти ружья и на рядовых ружьях жаловались там о некачественной внутренней отделке. Ну, Скип действительно иногда экономил на внутренней отделке, там, где не видно снаружи, и там были иногда видны следы инструмента, какие-то такие вот шероховатости, да. Вот. Но при этом все равно каждое ружье доводилось вручную, в каждое ружье вкладывалась душа, вот, где-то чуть больше, где-то чуть меньше, да. Вот. И, собственно говоря, вот здесь вот характерная такая черта на скибовских ружьях, еще с Англии она перекликается, это капелька, да, капелька, скибовская МЦшная капелька. Это хорошо, вот когда видишь ружье с таким прикладом, скорее всего это МЦ, вот, с такой капелькой. Вот, собственно говоря, да, вот эта вот работа просто умопомрачительная по длительности работы гравера. Ну, я снимаю шляпу, вот ты уже снял, у меня нет, но вот я бы снял, если бы она у меня была, шляпа. Вообще фантастика. Да. Ну, мелкая, очень хорошая насечка. Ну и вообще работа по дереву, обрати внимание, как везде все подогнано. Да. Никаких нет зазоров, никаких нет щелей, нигде Вообще. дерево не нависает, обрати внимание. Вот. Такая вот подарочная штучка, ну и плюс здесь видишь, как сделано интересно, да, то есть прям даже под предохранитель, под скобу, все, это укладка называется. Стоит тоже как крыло самолета. Штучное производство, да. Вот, в этой укладке также, раз уж про укладку заговорил, есть вот такой вот отсек на скибовских ружьях, в укладках они применяют, здесь хранятся принадлежности. Ух ты. Да, открывается таким образом отсек. Здесь лежит комплект. Честно говоря, даже для меня до конца загадка, что там. Ну, не открывай. Я не хочу его открывать, просто потому что оно новое. Я понимаю, что здесь лежат запасные чоки, потому что на этом ружье, в отличие от охотничьего, уже была применена сменная система сменных чоков. В данном случае один чок является сменным на этих стволах, на нижний чок можно менять. Верхний чок фиксированный 0,8. 0,8. Да. Больше 0,8 на скибовских ружьях боятся применять, потому что дает очень серьезное сгущение к центру, очень кучный бой. Поэтому, как правило, 0,8 за глаза для всех задач. На дальних дистанциях добирает все что угодно. Нижний ствол можно поставить чок пошире, обеспечить более широкую особь для первого выстрела, вторым уже вдогон, в угон, будь то мишень, будь то птица, там, дичь. Это ружье, мне кажется, очень хорошо подошло бы и на охоте. Вот. Единственное, вот в данном случае мы видим, что у этого ружья нет антабок. Да. Все-таки оно даже по паспорту называется ружье спортивное двухствольное. Вот. Ну, здесь вот, кстати, вот лежит мушечка, которая вворачивается, и его вот эта вот оптиковолоконная такая вот тут вставочка. Ну, тут ключ, чоки в промасленной бумажечке, запечатанном пакетике мы положим, пусть оно лежит, как говорится, для истории, вот так вот, как оно с завода должно быть. Мне кажется, Олег, оно и, честно говоря, не надо, потому что я честно скажу, я смотрю английскую охоту, классическую, так они ружья все носят же всегда. Никаких антабок. Ну что это же такое? Давайте ружье еще. Да. Ну, у них все-таки, у англичан зачастую рядом ходит еще носильщик оружия. Ну, понятно. Да, у нас наши советские охотники, и да и немцы, кстати, если ты обратишь внимание, они тоже с антабками, потому что человек у нас, пролетарий, ходит сам, заряжающих, подающих ружья нет, как у английских лордов, да. Соответственно, антапки они не помешают, но это не сильно как бы влияет на вот эксплуатацию ружья, потому что в принципе с таким ружьем охотятся тоже, я так думаю, не рядовые охотники. Ну конечно, конечно. Потому что прямо скажем, стоимость такого оружия, конечно, соответствует дорогим итальянцам. Ну это понятно.
Да. Зато более того, да, еще редкость, конечно, накладывает просто насолить можно. Я каждый раз говорю, соревнования, как вы их определяете, вообще не понимаю. Вот так все одинаково стоит. Что есть, то есть. Давай стволы посмотрим. Давай. Смотри, какие стволы. Вот это вот, обратил внимание, какой цвет глубокий? Да. Называется черный хром. Такой черный хром, это не просто воронение. То есть это не воронение, да, это черный хром, это делает только скип. Класс. Только скип. Тоже геморройное занятие, сделать черный хром. Технологии постепенно уходят, люди, которые этим занимались, сходят с дистанции, к сожалению. Вот такие вот 810-е стволы. Да, какой он такая черный. Офигенная планка. Посмотри, ширина цевья. Покажем нашим зрителям тоже. Видно? Вот такая вот хорошая ширина цевья. Само цевье низенькое. Это потому что очень узкая колодка по высоте. Очень невысокая. Она в своем классе никому не уступает, ниже всех, ниже, чем операции. У Перуджини эта колодка. Она сравнима с блейзеровской колодкой. Они очень близки по параметрам. Собственно говоря, цевье снимается по классической схеме, в отличие от МЦ-8, от МЦ-7, от МЦ-8 в том числе, конечно, от вот классических уже таких современных ружей. У МЦ-7 изначально вот здесь был такой, как бы, кнопочка, тяга соответствующая, и здесь отпирался механизм. Здесь, видимо, упростили, чтобы меньше было элементов подвижных для спорта, и уже на МЦ-7-12С вот такой вот механизм отпирания классический, да, мы его знаем все прекрасно. Тоже посмотри внутрь. Да? Говорят, плохо обрабатывать внутренние поверхности. Ну, посмотри, скажи, плохо обработано. Шикарно. Я могу свой 39-й иш принести, посмотреть, что такое плохо обработанная поверхность. То есть, понятно, чтобы там благородный дон, которому предполагалось подарить это ружье, чтобы он, открыв, не только внешне, но и внутри был доволен этим ружьем. Да, конечно. Вот, собственно говоря, обрати внимание, что я хотел сказать по поводу стволов и ствольного блока. Вот это вот называется ствольная муфта, в которую по классике стволы впрессовываются. И здесь есть элементы впрессовки, швы. Например. Смотри на верхнем стволе шов, найди его, пожалуйста. Где он впрессовывается в ствольную муфту? Я не вижу. Можешь не искать, его там нет. Класс. Это одна Каким деталь? образом? Да, это одна деталь. То есть верхний ствол вместе со ствольной муфтой это изготовлено из одного куска железа. Класс. Представь, его нужно просверлить, парковать. Класс. Стволы не хромированные внутри. Здесь отсутствует шов, что дает вообще просто невероятную живучесть этим стволам. Потому что иногда на некоторых ружьях разных производителей бывает такое, что бац, и вот отсюда начинают иногда там газики выходить. Стволы начинают из муфты выходить. Редко, но такое бывает. Видимо, это меня ждет на 39-м. Диме блок, не, 39-й тоже. Редко это бывает. Турки иногда таким грешат. Вот. Еще Петр I говорил, не верь бабе, турку и трезвому. И неспроста. Пожалуйста. Да. Собственно говоря, вот такое вот интересное ружье. Здесь тоже у нас, вот если по гравировочкам пройтись, по обозначениям, то есть мы видим, что калибр указан, у нас указаны клейма, Росстандарта, это испытательная станция государственная по тому, что оно держит, да, там давление необходимое. Здесь технологический номер стволов, опять же клейма на стволы, вот, о том, что они испытаны. И указано вот здесь у нас вот верхний 0,8, видишь, это означает вот это вот сужение. Сужение, да, понятно. Какие толстые стволики такие, да, нормальные. Вот. И вот этот вот означает сменный чок. Сменный нижний чок. Вот мы его видим. Вот он виден, да, пластик. Да. Покажем. Резкость попала, да? Вот такие вот красивые стволики. Мушка в данный момент снята, она лежит у нас здесь в укладке. Ну, понятно, да. Она и, ружье, честно говоря, ни к чему. Ружье и не стреляло, поэтому как бы и здесь, это видно хорошо, кстати, по подствольному крюку, ты видишь, он вообще без каких-то следов эксплуатации. Сделан уже в России, но понятно, что делалось на базе советского всего. На базе сейчас, потому что эти ружья уже не производят, и очень маловероятно, что будут производить дальше. Вот. Очень трудоемкая, конечно, работа. Это по МЦ очень много ручной доли труда.
И получается, что если сейчас производить такое оружие, оно будет, конечно, стоить очень дорого и, скорее всего, нецелесообразно. Вот таким вот образом. Ну, хочется аккуратненько, да, но вот здесь именно на цапфу просто очень туго одевается. Очень туго одевается, это говорит о том, что долговечно будет ружье работать, вот этот боковой шат практически не появится никогда. Потому что вот в этих местах, где колодка схватывает стволы на цапфы, чем более плотно подогнано, тем более долговечно будет работать ружье. Ну, то есть красиво. Максимально притертой поверхности. Вот, соответственно, цевье одевается тоже классическим образом. Таким вот отделалось цевье. И вот наши 810 стволы. Посмотрите, как элегантно смотрится ружье с 810 стволами. Казалось бы, длинные стволы, но выглядит потрясно. Попробуй. Просто потрясно. Держи в руках. У меня оргазм. Ощущения нормальные, да? Вообще. Блин, планка какая удобная. Да, и цевье, посмотри, как ты взял. Чувствуешь? Вообще. При этом оно очень Изгиб низенькое, вот как этот. я еще раз уже говорил Вот об эти. этом. Да. Какая Тут, видишь, как красота. всё сделано. Соответственно, таким вот образом выстрелов не было, соответственно, они просто выдвинулись. Если мы произведем так называемый выстрел, предохранитель не автоматический, что тоже хорошо для спорта в том числе. Вот у нас раз, два выстрела. Теперь открывая, мы получаем выброс. Выброс. Соответственно, сейчас можно тебе тоже попробовать нажать, посмотри, как работают курки. Давай. Ход более такой, как бы уверенный, чем на МЦ-8, но тоже полностью прогнозируемый. Открывай. Видишь, как туго открывается. Да. Ну, как мой сейчас 39-й, что он не стрельнул тоже, да. Ну, да. 150, там 200 я на нем стрельнул еще Вот, только. вот такое Класс. вот ружье. МЦ-7, 12С. Работа, орех, гравировка, черный хром. Моноблок. Ё-моё, Вот. Номер 004. Порядка. класс. 10-й год. Да, вот такая вот лялька подарочная. Подарочная, но при этом очень хорошо стреляющая. Для людей, которые любят российское, советское оружие высокого класса. Да, будем считать все-таки это советским оружием, потому что это Да, на потому плечах что гигантов. на базе семерки это уже разработка была 50-х годов. Вот. А дальше уже ее немножко адаптировали под современные требования. Это под, опять же, стволы, Блин, планочки. какое вот это место красивое. Вентилировано. Как они сочетают черный хром и вот это вот Да, серебряную, соединение, да. Да. Ты уже прям ценитель. Я смотрю. Я оружие вообще фанат. У меня 4 же ружья сейчас. Вот, то Я есть фанат вообще. Гравировка вообще, да, такая очень приятная, благородная. Ружье действительно может стать там жемчужиной коллекции, кто отечественное оружие любит, если вот кому-то оно сможет достаться. Вот даже вот я снимаю его, настолько, настолько, вот посмотри, видишь, притертой поверхности, там видны следы от них. Вот. Очень, да, они подогнаны хорошо. Вес, кстати, этого ружья 3650. Ага. Вот. Ну, смысла взвешивать его нету, потому что у нас нет сменных тут блоков, хотя теоретически к этим ружьям можно заказать было когда-то отдельно еще пару, допустим, коротких стволов с фиксированными дульными сужениями, скажем, для скита, для трапа. Говорят, такие были, 750-е стволы, я не встречал. Вот. Ну, может, кто-то нас будет смотреть, мужики, напишите. Да. Я слышал, женщины, я слышал, что да, вполне как бы такое практиковалось, были такие комплекты. Вот таким вот образом оно, собирается, в укладочку укладывается. Здесь, кстати, интересный паспорт, он достаточно, как и на всех ружьях, Tskiba MC, он такой персонализированный, скажем так. Здесь вот, чтобы спустить вот этот хвостовичок, тоже надо нажать на кнопочку. Я обычно чем-то твердым нажимаю, хотя некоторые и ногтем нажимают. Нажал, вернул обратно. Ну, желательно, конечно, спустить пружины, чтобы они не просаживались. Хотя здесь тоже перьевая пружина, как на МЦ-8. Очень толстая, очень надежная. Соответственно... Ну, я тоже, если честно.
спускаю всегда. Ресурс огромный. И как бы в продолжение темы по поводу спортивного ружья и вообще ружья Skip, да, вот паспорт, который здесь у этого ружья, кстати, обратите внимание тоже, да, 004, да, номер, все как положено. Если мы вот его откроем, здесь есть момент, посвященный приемке оружия. Здесь указан мастер, который это оружие принимал, начальник участка Бабушкин. В 2010 году это ружье сдавалось согласно требованиям технической документации. И здесь есть отстрел, результат испытания оружия. Обрати внимание на вот этот вот процент. 92 и 97. Круто. Это получается у нас здесь, как ты видишь, указана кучность на дистанции 20 метров и на дистанции 35 метров. 35, ага. Да. Соответственно, на дистанции 20 метров кучность 97%, на дистанции 35 из верхнего ствола 76%. Но 35 метров это прилично. Серьезно, да, это серьезно. Вот, ну и равномерность поражения мишени, расположение пробоин 92%. 92 закрытые доли из 100-дольной мишени. Так что это говорит, да, о том, что к каждому ружью подходит индивидуально, все отстрелы вот они в паспорт прикладывают. Паспорт здесь родной, оригинальный, что тоже достаточно редко встречается, особенно на старых советских ружьях. Паспорта просто за ну, течение у меня времени вот, да, на моих, к теряются. сожалению. Да, ну, то есть здесь такой вот полный комплект такого замечательного творения наших советских, российских оружейников. Да, подводя итог, ну, блин, я очень доволен. Я думаю, как бы ты понимаешь, почему с него жалко стрелять. Да, конечно, и мне не хочется уже. Ну, такое, да, красивое. И, блин, вот это, ну, еще раз доказывает, да, мою теорию, и это уже, вернее, да, не гипотеза, а теория. Могут делать, когда хотят, могут. когда надо, когда Родина скажет. Шикарно. Сделают. Вот так вот его. Да, за раз и закрыли. Подписывайтесь, лайк, колокольчики, если хотите помочь каналу, ссылочки внизу. Телеграм подписывайтесь. Спасибо, Олег, большое. Всегда пожалуйста. Пока-пока.